Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии в 2025 году впервые за несколько лет сократилось население, хотя миграция продолжилась. Рождение оказалось намного меньше, чем смертей, и это уже напрямую отражается на рынке труда и будущем пенсионной системы. И это еще не все. Сегодня в Германии, да и в Европе, все больше людей теряют деньги через законные банковские списания, например, старые тарифы, комиссии и проценты по минусу на счете. Деньги списываются с банковских счетов, возврат в таких случаях не предусмотрен, и большинство людей замечают это слишком поздно, чтобы успеть изменить условия. И напоследок, сейчас в Германии цифровые письма все чаще заменяют бумажные, и люди начинают пропускать важные уведомления от ведомств и тех же банков. Канцлер Фридрих Мерц требует, чтобы правила были понятны для жителей Германии, а особенно для немецких пенсионеров, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что необходимы единые нормы ЕС, чтобы цифровизация не превращалась в ловушку для граждан стран-членов. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии в 2025 году впервые за несколько лет число жителей уменьшилось, и это произошло несмотря на миграцию. По предварительным данным Федерального статистического ведомства, к концу года в стране проживало около 83,5 миллионов человек, что примерно на 100 тысяч меньше, чем годом ранее. Почему же так получилось? Дело не в том, что люди резко стали уезжать. Основная причина – это разрыв между смертями и рождениями, которые оказались сильнее притока из-за границы. В 2025 году в Германии родилось примерно 640-660 тысяч детей, тогда как умерло около миллиона человек. Из-за этого разрыв между рождаемостью и смертью оценивается в 340 тысяч-360 тысяч человек, и мигранты не смогли компенсировать именно эту разницу. Даже в предыдущие годы с высокой миграцией Германия могла увеличивать население, потому что в 2011-2024 годах прирост за счет приезжих зачастую перекрывал все-таки естественную убыль. В 2025 году приток новых жителей снизился почти вдвое, до примерно 220-260 тысяч человек, тогда как в 2024, напомню, он превышал 430 тысяч. Таким образом, сегодня это связано с решением людей о том, оставаться в Германии или менять страну проживания. Например, семьи с детьми часто выбирают крупные города, где есть, как вы понимаете, рабочие места и школы, но многие небольшие города сталкиваются с пустеющими улицами и закрывающимися детскими садами. Поэтому такое сочетание низкой рождаемости и сниженной миграции может увеличивать нагрузку на рынок труда, социальный бюджет и инфраструктуру, когда число молодых людей, имею в виду, уменьшается, а доля пожилых, наоборот, растет. В ближайшие годы ситуация может усложниться еще сильнее. Предварительные прогнозы статистики показывают, что если текущие тенденции сохранятся, общая численность населения Германии в будущем может опуститься ниже 80 миллионов человек к 2070 году, особенно если приток мигрантов останется стабильным или снизится еще сильнее. То есть официальные данные показывают не просто одноразовый спад, а изменение баланса между рождением, смертью и миграцией, которая влияет на экономику, рынок труда и повседневную жизнь в Германии. Следующая новость, одна из самых важных. В Германии сегодня существует целый пласт платежей, которые человек теряет навсегда, даже если он не понимает, за что именно заплатил. Это не мошенничество и не ошибка банка, это следствие того, как устроены договоры, тарифы и правила списания. Именно поэтому такие потери воспринимаются особенно чувствительно, поскольку формально все происходит по правилам, но средства списываются без возможности возврата. Сейчас типичная ситуация выглядит так. Человек много лет, например, пользуется одним и тем же банковским счетом, скажем так, открытым еще 10 или даже 15 лет назад. Тогда условия были одни, потом банк их менял, присылал письма, уведомления, новые, скажем, PDF-файлы, документы. Клиент их не читал, потому что счет и так работает. Кто же будет обращать на какие-то документы мелким шрифтом внимание? В результате каждый месяц со счета списывается плата за обслуживание, например, 6, 8, иногда даже 10 евро. За год это уже около 100 евро, за 5 лет набегает конкретная сумма, за которую можно было бы оплатить, например, коммунальные счета или страховку. Когда человек это замечает и идет в банк, он слышит один и тот же ответ. Тариф был согласован, списание правомерно, вернуть ничего нельзя. Еще болезненнее работают списания, связанные с минусом на счете. В Германии, вы знаете, разрешено уходить в минус автоматически, и многие воспринимают это как небольшую помощь от банка. Но проценты по такому минусу часто оказываются выше, чем по потребительскому кредиту. Человек может уйти в минус всего на 200-300 евро, не заметить этого, а через месяц увидеть, что банк удержал проценты. И даже если клиент скажет, что он не знал о процентной ставке или не понял,
как именно она считается, эти деньги не возвращаются. С точки зрения закона он сам воспользовался деньгами банка, значит согласился с условиями. Еще хочу акцентировать ваше внимание на отдельной истории – это снятие наличных. В повседневной жизни люди снимают деньги там, где им удобно. Например, возле дома, в супермаркете или на той же заправке. Многие даже не задумываются, чей это банкомат. Комиссия появляется уже после операции, а иногда человек видит ее только в выписке. За одно снятие 5-7 евро. Если так делать регулярно, за год набегает больше 100 евро. И здесь снова тот же итог. Операция выполнена добровольно, условия указаны, возврат невозможен. Особенно часто на такие списания жалуются именно вы, пенсионеры. Например, пенсионерка из Северной Рейна-Вестфалии рассказывает, что пользовалась одной банковской картой более 20 лет. Она была уверена, что карта бесплатна, потому что так было всегда. Только после помощи родственников она обнаружила, что уже несколько лет платит не только за счет, но и за дополнительные функции карты, которые ей никогда не были даже нужны. Сумма за все время превысила 400 евро. Банк признал, что клиентка действительно не понимала условий, но отказался возвращать деньги, сославшись на договор. И это еще не все. Сюда же относятся и автоматические продления услуг, банковские страховки, защита покупок, дополнительные опции. И как вы, наверное, уже поняли, все это часто подключается один раз, а списывается потом годами. Если человек не отменил услугу вовремя, деньги считаются законно удержанными, даже если он искренне не помнит, что когда-то соглашался на эту опцию. Если мы с вами посмотрим на такую ситуацию более шире, проблема не в отдельных списаниях, а в самой системе. Банки и сервисы в Германии работают по принципу, когда ответственность за контроль лежит на клиенте. Кто не читает договоры, не проверяет выписки, не сравнивает тарифы, тот, соответственно, платит больше. И платит молча, потому что юридически все оформлено правильно. В итоге складывается сегодня такая ситуация, при которой человек не нарушает правил и банк тоже действует законно, однако средства постепенно списываются и вернуть их уже нельзя. Именно поэтому важно обращать на такие списания внимание и понимать, что они не выглядят как штраф или ошибка, но со временем сильнее всего влияют на ваш личный бюджет. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии цифровизация вроде бы уже всюду, но бумажные письма до сих пор остаются важной частью повседневной жизни. Для многих людей, особенно пенсионеров и тех, кто привык к этим процедурам, отказ от привычной бумажной корреспонденции создает проблемы, а не облегчение. Причина здесь проста. Многие официальные уведомления, например, от пенсионного страхования, налоговых служб, банков и коммунальных предприятий, все еще приходят в бумаге. Если человек, например, полностью переходит на электронный документооборот, есть риск пропустить важное сообщение, например, штраф за просроченную оплату, уведомление о пересчете пенсии или требование подтвердить личные данные может прийти только в письме. Приведу вам одну поучительную историю из жизни. Пенсионер из Гамбурга, 72-летний Карл, решил перейти на электронные счета и уведомления. Через месяц он пропустил письмо из пенсионного фонда, где сообщалось о перерасчете выплаты. В результате на счет поступила сумма меньше привычной, и Карл столкнулся с временными финансовыми трудностями. Ситуацию удалось исправить только после звонка и личного визита, и это стресс и потеря времени. А теперь внимание, сегодня аналитика показывает, что примерно 30-40% населения Германии, особенно старше 65 лет, все еще предпочитают бумажные письма для официальной информации. Многие исследователи считают, что отказ от бумажных уведомлений может приводить к большому числу ошибок, снижению контроля над финансами и пропуску сроков. Еще одна история из повседневной практики. 68-летняя Эльза из Северного Рейна-Вестфалии рассказывала в интервью, что раньше она получала все счета и уведомления только на бумаге и вела такой небольшой журнал расходов. Когда банк предложил полный переход на электронку, она согласилась, думая, что это проще. Уже через 2 недели она пропустила уведомление о повышении тарифов на коммунальные услуги. Что она получила? Это переплату и стресс, который можно было избежать с бумажным письмом. Даже правительство и крупные компании учитывают этот фактор. Фридрих Мерц, например, в своих выступлениях неоднократно уже подчеркивал, что цифровизация должна идти рука об руку с защитой прав потребителей, особенно немецких пенсионеров, и не создавать новых барьеров пожилым для доступа к информации. Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе продвигает инициативы по обеспечению возможности получения официальных уведомлений в бумажной форме абсолютно для всех категорий граждан, чтобы цифровизация оставалась доступна для разных групп населения. Таким образом, цифровизация делает нашу с вами жизнь все-таки удобнее, особенно для молодых и активных пользователей, например, таких как я, но полностью отказаться от бумаги пока нельзя.
Потому что есть вы, пенсионеры и те, кто привык контролировать свои финансы лично и при цифровизации рискуете пропустить важное уведомление. На этом пока все. Спасибо за просмотр.